Всем привет, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Добро пожаловать на Outdoor Tactical. Все мы с вами знаем, что существует огромное множество сухих пайков, которые производятся как для военных, так и для силовых структур и различных спецподразделений. А также на рынке сейчас очень много пайков для гражданского применения, скажем так. И этот пайок, который у нас сегодня будет на обзоре, он выбивается из всего ряда этих сухих пайков. И речь сегодня пойдет о пайке, который выпускает польская компания Aprol. Это полный, суточный, сухой паек для пожарных Польши. Выглядит он, соответственно, вот таким вот образом. Это 3 отдельных модуля, которые разделены по цвету и по литерам. Желтый паек у нас под литерой С, он самый легкий. Синий паек под литерой А. По весу приблизительно, ну я не знаю, грамм, наверное, 500-600. И красный паек под литерой Б. По весу приблизительно такой же, как и синий. Что можно сказать об этих пайках, а точнее об упаковке данного пайка? Информативности здесь на самом деле на самой упаковке не так уж и много. Здесь просто перечислен сам состав того, что в нем находится. Причем, что немаловажно, написано как на польском, так и на английском. То есть, соответственно, мы можем это прочитать спокойно. Годен он до июня 2019 года. То есть осталось совсем чуть-чуть. Поэтому мы его сегодня и проверим. Так, пакет сам плотный. Сравним, наверное, со стандартными общевойсковыми американскими рационами питания, знаменитыми МРИ. Да, я думаю, что он ничем абсолютно не уступает. И по всей видимости, я так понимаю, что если нет никаких здесь дефектов на самой упаковке, то есть пробилий каких-то, то этот паек как минимум водонепроницаемый. Кстати, давайте это проверим. Но проверим мы это простым элементарным способом. Мы его с легонца просто притопим. Да, воздух в пайке выталкивает его из воды. Подержим буквально секундочку. Вполне себе... Вполне себе нормальным. Осталось только теперь его поймать. Стоять. Ну что же, провели небольшой тест. Упаковка внутри, я думаю, что не промокла. Но здесь появился один вот такой вот небольшой минус. Дело в том, что вот эта упаковка, точнее этикетка, она бумажная. И после воды, как вы видите, она вполне спокойно отходит. Соответственно, если он где-то полежит во влажной среде, то данная этикетка, скорее всего, исчезнет с лица этого замечательного пакета. Так, честно говоря, я не совсем понимаю, что здесь есть что. То есть, где обед, где завтрак, где ужин. Так как я любитель неплотных завтраков, поэтому на завтрак давайте возьмем вот желтый пакет, он самый легкий. И в нем как раз таки меньше всего находится. А что находится внутри, мы сейчас вместе с вами и посмотрим. Здесь хотелось бы добавить, что нет никаких рисок, поэтому открыть как-то пакет руками, даже, например, точнее на манер американского, вот когда он так разрывается, у вас абсолютно это не получится, ну или получится с большим трудом. Поэтому воспользуемся простым ножом. И давайте таки посмотрим, что же внутри. Итак, внутри у нас находится чайный концентрат. Вот такой небольшой ванильный пирог. Кстати, фирма Арифо. Знаменитые бронепластины, они же галеты.
какая-то небольшая мясная консерва 110 грамм. И вот такой вот небольшой замечательный пакет с разной мелочевкой. Итак, как ты уже понял, здесь никаких разогревательных приборов нет, но они здесь в принципе и не нужны. Давайте посмотрим, что в пакете с мелочевкой. Пакетик, кстати, действительно тоже выполнен добротно, он достаточно плотный, что, кстати, немаловажно. Так, здесь у нас пару каких-то конфеток. Это, я так предполагаю, что какая-то кофейная, судя по цвету. А эта конфетка называется Дикри с витамином с каким-то. Господи. Одна абсолютно неопознанная жвачка. Две упаковки влажных салфеток. Это плюс огромный. И, соответственно, столовые приборы. Есть маленькая ложечка чайная, ножик, вилка и, соответственно, ложка. То бишь, абсолютно полный набор. Пластик здесь точно такой же, как в наших ЭРП, то бишь хлипкий. Но, по сути, именно вот в этом рационе питания, мне кажется, что какие-то дюралевые там вот столовые приборы абсолютно не нужны. И еще здесь есть вот такая вот одна сухая салфетка. Совсем небольшая, не очень плотная. Но сам факт того, что она здесь есть, дает плюс на самом деле вот этому модулю. Итак, когда мы совсем разобрались, что есть что, можно приступать, собственно говоря, к завтраку. Сейчас раннее утро, поэтому я думаю, что чаек с ванильным пирогом будет абсолютно кстати. Но для этого нам потребуется кружка. Ну вот, отлично. Честно говоря, сейчас градусов 13, и солнышко несколько припекает, и я, честно говоря, не хочу пить горячий чай. Поэтому мы, коли уж это концентрат, давайте разведем его и сделаем холодный. Он явно с каким-то вкусом. Вот такого рода розовые гранулы здесь. Вес, кстати, сухого вот этого пакетика 15 грамм. Могу сразу сказать, что в воде он достаточно быстро растворяется. И это еще один плюсик производителю. Приятный малиновый напиток. Чаем назвать это, наверное, невозможно. Но на самом деле, почему я обозвал его чаем? Потому что вот здесь вот на упаковке на английском написано Tea Drink Concentrate, то бишь чайный концентрат. Однако здесь на самом польском пакете написано концентрат напой Instant. Что такое напой по-польски, я не знаю. Возможно, это и переводится как чай. Но как по мне, мне кажется, что просто написано, что концентрированный какой-то напиток. Кстати, у нас есть подписчики с Польши, товарищи поляки. Напишите в комментарии, напой это напиток или все-таки чай. Так, ну и давайте приступим, собственно говоря. Не, сладкое на потом. Давайте откроем мясную консерву и посмотрим, что это такое. Собственно говоря, что из себя представляет данная консерва? Это, друзья, не что иное, как просто какой-то свиной фарш. Свиной, потому что на запах он пахнет явно как свинина. Достаточно мягкий, консистенция у него очень приятная. И видны действительно вкрапления мяса, то есть волокна, что
мне кажется, говорит о хорошем качестве. Что касается ванильного пирога, назовем это так, он вот в такой вот бумажной упаковочке. Ну и выглядит соответствующим образом. Ну что же, давайте попробуем. И начнем мы вот с этой баночки, с мясной, так сказать, консервы. О да, друзья. У нас это в РП, если я не ошибаюсь, называется фарш колбасный. Так вот здесь язык просто не поворачивается его так назвать. Потому что это, на мой взгляд, отличная ветчина. Просто ветчина. По крайней мере, вкус именно такой. Ветчина хорошего качества, я бы так сказал. В меру соленая, в меру перченая. Отчетливо чувствуются нотки специй, которые придают этому блюду определенную пикантность. Они смягчают, усиляют и делают вкус самого вот этой вот свиной ветчины более нежным и приятным. Очень высокого качества штука. Я бы в поход себе вот такую бы с удовольствием бы взял. На хлебушек ее было бы изумительно. Напиток тоже приятный. Попробуем ее вот с этими штуками. Я сейчас в лесу всех медведей разбужу. Поднимается у нас тут потихонечку ветерочек небольшой. Смотрите, она вполне хорошо намазывается на галеты, но скользит на них, потому что это галеты. Отличная ветчина. Да, безумно понравилось. На самом деле. В отличие от этих гребаных галет. Простите меня. Эмоции. Давайте попробуем пирожок. Твою мать. Давайте попробуем половину кексика ванильного. Да. Мягкий, нежный, отчетливый, сильный вкус ванили. Запах такой же. Напоминает чем-то выпечку, которая поставляется в американские моры. Там тоже постоянно все свежее, сколько бы пайку лет не было. Здесь я не знаю, сколько туда чего накидали. То есть я имею в виду состав. Тут все, кстати, на польском. Есть на английском, но этикеткой заклеена. Ну, вот всякие вижу эмульгаторы. Все, что смог, все прочитал. В общем, штука вкусная, очень. По старой доброй традиции, которая уже стала, наверное, визитной карточкой наших обзоров, салфетку для рук влажную, естественно, мы пробуем в конце приема пищи. И салфетка действительно влажная, с приятным лимонным вкусом, запахом, да? С приятным лимонным запахом, но не особо качественная. В наших ЭРП салфетки все-таки немножко прочнее. Так, что можно сказать про завтрак? Скажу, не кривя сердцем, что вот данная польская чего-то там, будем называть это ветчиной, вытягивает весь этот завтрак, весь этот модуль
на какой-то невероятно высокий уровень. Мне, как я и говорил, нравятся несытные завтраки. Поэтому этому завтраку я смело ставлю 5, без всяких вариантов. Если кто-то не согласен со мной, напишите в комментарии, почему. Но на мой взгляд, молодцы поляки. Приступаем к обеду, и пускай на обед будет у нас, ну скажем, синий паёк. Он, кстати, все-таки чуть полегче, чем красный. Итак, это у нас будет наш обед. И давайте посмотрим, чем же питаются на обед польские пожарные. Итак, нас встречает, как всегда, пакет с мелочевкой, концентрат напитка. У польского пожарного на обед должен был быть баграч. Но, как вы видите, я не пожарный, и поэтому обеда у меня не будет. Также в этом модуле вот такой вот, по всей видимости, беспламенный разогреватель пищи, фруктовый батончик с остатками соуса, 2 упаковки Панцергалетен и 45 мл воды специально для беспламенного разогревателя пищи. Друзья, ну что же представляло из себя это замечательное блюдо баграч? Посмотрите, здесь очень много каких-то вот макаронных изделий и реальные, настоящие, честные куски мяса. Их здесь действительно много. Собственно говоря, так же, как и подливы. Про запах говорить я вам не стану, потому что он явно испорчен. Блин, ё-моё. Не надо меня утешать. Это не слезы, это просто ветер в глаза. Ну а на самом деле, друзья, о чем это говорит нам? Это говорит о том, что форм-фактор такой упаковки для рационов питания, которые поставляются в пакетах, абсолютно не подходит. Более того, я считаю, что данная упаковка вообще не подходит для ИРП. Неважно, в пакетах ли они идут или в коробках, потому что деформируется она вот так вот на раз, два, три. И все мы с вами сейчас видели, что произошло. А блюдо-то, зараза-то, наверное, было вкусным на самом деле. Куски мяса, макарошки, подлива, овощи там какие-то были. Так, все, что удалось отмыть. Ну, во-первых, это беспламенный разогреватель пищи. Он-то, я надеюсь, остался у нас жив и цел. Если он, блин, тоже не какой-нибудь там не бумажный случайно. Кстати, радует, что он запакован вот отдельно, пожалуйста, в бумажку. И твою мать. Нет, он не запакован отдельно в бумажку. Это и есть фильтр. Просто внутри фольга. Почему фильтр, я сказал? Беспламенный разогреватель пищи, это, господи. Вижу такое в первый раз. Качество и надежность его, а бог его знает, я ни разу не сталкивался. Поэтому давайте-ка быстренько проверять. Здесь есть вот такая вот пластиковая штука, которая, скорее всего, позволяет потом закрыть сам этот беспламенный разогреватель пищи. Необходимо разорвать пакет. Не, ну а что русскому туристу делать с польским пайком, если покушать ему не удалось? Будем проверять фильтр. Да почему фильтр, господи? Беспламенный разогреватель пищи. Так. И вот этой вот штукой мы хлоп. Кстати, блин, очень удобно. Почему наши так не делают? Разогревается. А сколько? 15-20 минут. Разогревать пищу, то бишь в свой пик он должен выйти минут через 15. Ну, посмотрим. А пока что опять откроем напой. По запаху и цвету гранул он уже другой. Гранулы
какого-то коричневого цвета. Также легко размешиваются, что очень хорошо. Опять же напоминаю. Такой жесткий персиковый вкус. Но хочу отметить, что вот этот напиток, он не приторно-сладкий. И это здорово на самом деле. Потому что вот в жару или даже вот когда солнце светит и припекает тебе спину, это приятно как минимум. Бисквиты, с вашего позволения, я кушать не стану. А вот этот фруктовый кранчит какой-то батончик мы с вами попробуем. Хрустящий, да, он значит? Ага. Очень легкий. Ну, тут половинка, вот посмотрите, выглядит следующим образом. Действительно хрустящий. А я даже не знаю, как это описать. Клубника. Клубничный вкус у нее. Такой, вы знаете, такое ощущение, ну, господи, это реально вкусно. Создается сильное впечатление, что это в миксере перемолотая клубника, и потом она просто дегидрирована, и, может быть, туда добавили немного сахара. Попадаются даже семечки от клубники. Ни разу такую штуку не пробовал. Она нереально воздушная, хрустящая и безумно вкусная. Плюс 5. У нас, я честно говорю, я не встречал таких. Вещь зачетная. Так, ну и по мелочевке, ребят. А тут все то же самое. Абсолютно. Те же самые конфеты, что на завтрак были. Я их есть не буду, с вашего позволения. Ну что, конфеты и конфеты. Прошло 7 минут. И он таки работает. Ой, дебил лысый, а. Хорошо, ребят, работает на самом деле. Посмотрите, надувается, идет пар. Давайте про обед кратенько, буквально. Конкретную какую-то оценку обеду я, к сожалению, объективную поставить не могу. Но давайте попробуем поставить условную оценку. Баграч 300 грамм. Очень много мяса. Есть макаронные изделия, а это углеводы, друзья, не забываем. Подлива. На запах, к сожалению, определить точно не могу, потому что все-таки он был испорчен. Но этому блюду условно 4 с плюсом, наверное, я поставлю. Возможно, 5. Но, опять же, говорю, что объективно не получится. Батончик великолепный на самом деле. Разогреватель, сами видите, работает потрясающе. Нету никакого чая или кофе. Вот именно чая в правильном понимании этого слова. Да, есть напиток неплохой, но все-таки хотелось бы чая или кофе. И еще бы на обед, наверное, я бы добавил какой-то паштет или какую-нибудь овощную консерву. То же самое, я не знаю, икра из кабачков. Уверен, что в Польше очень много таких вкусных разных консерв есть. Поэтому условная оценка обеду 4 с плюсом, ближе даже к 5. Согласны? Ну что же, после, так сказать, неплотного обеда давайте будем приступать к ужину. Ну, на этот раз я хочу уже проверить, так сказать, на месте, а будет ли он у нас вообще. Так, снова у нас пакет с мелочевкой. Опять 2 упаковки галет. Упаковка воды. Господи, что это опять такое? Опять какой-то концентрат напитка. Какой-то вот такой, друзья, батончик. И тут
Нет, тут, конечно, что-то написано, но бог его знает. Ладно, посмотрим. Хорошо зарекомендовавший себя беспламенный разогреватель пищи. И ну, я уже вблизи не стану, да, показывать. Ну, вот так вот. Смотрите, насколько деформированная упаковка фасоли фасоль по-британски, что ли, по-бретонски. Ее даже выпрямить сейчас вот страшненько. На самом деле, ладно, это я сейчас чуть позже этим займусь. Хотел я проверить этот модуль на, так сказать, живучесть с помощью одной очень интересной штучки. Но не стану. Потому что мне хочется покушать на природе. Я реально голодный. Так, дайте мне 5 минут повозиться с этой штукой. И потом я открою и покажу, что внутри. Итак, прошло 15 минут. Пакетик-то у нас нагрелся. Дурачок, дурачок. А как это теперь отсюда доставать, интересно? Очень горячо. И вы знаете, о чем я сейчас подумал? Да, как это вам показывать? Потому что банка очень-очень горячая на самом деле. Так, понятно. Так у нас явно не получится ее открыть. Придется старым дедовским способом все это делать. Вблизи уж показывать тогда вам не стану. Ребята, очень серьезно горячо, не хочу обжигаться. Но постараюсь объяснить смысл. Здесь очень много вот такой вот крупной белой фасоли. Есть подлива и сейчас, буквально вот сейчас, невероятное множество вот такой вот изумительной колбасы. Это что-то с чем-то, конечно. Поляки вот, кстати, готовят изумительные мясные блюда. И кухня польская сама по себе, национальная, очень вкусная. Что касается британской кухни, мне не особо нравится. Я люблю фасоль, но не белую. А вот такую вот фасоль здоровую я вижу впервые. Невероятно разваренная подлива. Она придает всему этому блюду, то есть задает тон. И фасоль пропиталась этой, ну можно сказать, сосисочной или колбасно-мясной подливой. И все действительно, блин, очень вкусно. А самое главное, что это блюдо, оно очень простое, но невероятно питательное. Попробуем колбаски. Не знаю, с чем колбасу это сравнить. Что-то типа краковской, что ли. Но все-таки немножко другое. Чуть-чуть. По вкусу, друзья, плюс 5 однозначно. Перец, соль. Вижу листочки петрушки, скорее всего, это. Все в меру, абсолютно все в меру. Подлива нереально вкусная. И самое главное, что ни одна вкусовая нотка в этом блюде не доминирует. То есть нет сильной доминации того-то или иного. Все в меру, все скомпоновано. Это как
я не знаю, оркестр, да, где каждый инструмент выполняет свою определенную роль, и эта роль каждого инструмента решающая в общей композиции. Здесь вот то же самое. Чудесно, чудесное, вкусное блюдо для похода. Да, но не в такой упаковке, однозначно. Я вот тут, знаете, о чем еще подумал? А вот это уже чай такой iced tea, да, разводимый. Нет чая и кофе. Но с другой стороны, это не армейский паек, это не какой-то там паек для силовых структур или походный, да, паек. Это паек для пожарных. Вполне возможно, что данное решение не ложить туда, точнее не класть туда чай и кофе правильное. Потому что пожарному, ну, я не думаю, что у него очень-очень много времени будет на то, чтобы кипятить воду, там, чтобы приготовить чай или кофе. Развел, быстренько поел, быстренько выпил, съел вот такой вот батончик. Сейчас мы посмотрим, что это такое. Набрался, так сказать, сил и опять в бой. Так, батончики мы такие уже видели в польских пайках. Вот эта бумага, как нам правильно потом написали, она рисовая. Ее можно есть, собственно говоря. Орехово-фруктовый батончик. Не приторно-сладкий. Прям как надо. Отчетливо чувствуются вот орехи. Вкус персика, что ли. Такого рода пастила. Очень вкусные, друзья. В общем так. Остались у нас тут 4 пачки галет. Я даже не знаю. Да их даже выкидывать не жалко, честно говоря. Вы уж простите меня, кто там производит эти галеты. Но это хрень полнейшая. Мы их даже как-то с Денисом пытались там в горячем чае разводить. Абсолютно бесполезная история. Так, поужинаем, друзья. До пятерка. Че? По большому счету, да, 5. Блюдо великолепно, вкусное. Да, я не особый любитель, но это действительно очень вкусно. Есть напиток, есть какие-то вкусняшки, скажем так, которые дадут вам быструю энергию. Здорово, на самом деле здорово. Итак, кратенько о пайке в целом. В самом начале видео я забыл упомянуть о том, что мы с Денисом на самом деле делали обзор на такой паек. Но, во-первых, это было давно, а во-вторых, он был старого образца. Этот якобы нового. Чем он отличается? Ну, как минимум, рисунком на упаковке, это точно. Я сейчас, к сожалению, уже не помню содержимого того старого пайка, но как минимум беспламенные разогреватели пищи в этом пайке, они абсолютно другие. И они очень хорошо работают. Это огромный плюс на самом деле. По содержимому был плюс-минус, по-моему, такой же. Но опять же, завтрак. Пятерка. Просто мне, как я и говорил, нравятся не плотные завтраки. А вот эта вот ветчина свиная, она была просто великолепна. Обед. Условно 4,5-5. Ужин пятерка. Блюда вот эти мясные высшего качества, серьезно. Про чай, кофе я уже сказал, о том, что, ну, возможно, так как это для пожарных, все-таки их поэтому здесь и нет. И на самом деле данный паек не должен быть таким уж прям нереально плотным и калорийным, да, как армейские пайки или пайки для спецназа, да, там горные там и так далее. Поэтому, мне кажется, удачная компоновка, подход к качеству блюд, как продуктов, так и вкусовым качеством на высшем уровне. И фирма Aprol, это польская, она меня постоянно радует, потому что я пробовал не только сухие пайки данной фирмы, но еще и консервные продукты. Там, ребята, за уши не оттянешь. Есть видео, вот ссылочка, пожалуйста, посмотрите. Просто классно. Поляки, в очередной раз, наверное, не устану говорить, а многие могут написать в комментариях: Вася, какого черта ты там рекламу делаешь или еще что-то. Нет, друзья, никакой рекламы, ничего, не продался я крылатым гусарам абсолютно.
Просто действительно ребята подходят к делу правильно, так как надо. И руки у них растут из того места. Всем спасибо, друзья, что посмотрели это видео. Если оно понравилось, поддержите канал, поставьте лайк и напишите свой комментарий, что вы думаете по поводу этого пайка. Мы все ваши комментарии читаем и отвечаем по мере возможности. Вы это знаете. Всем спасибо и увидимся на поляне. Пока.